Значит, что такое патент? Патент – это документ, который дает право гражданам республик стран СНГ работать на территории России. Те, кто должны оформлять патенты, это, соответственно, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, то есть вот основные страны, наши, будем так говорить, доноры, да, которые дают нам большой поток рабочих рук, трудовых мигрантов, вот, и, соответственно, как должен оформляться этот патент. При пересечении границы, въезжая на территорию России, вы в графе «Цель визита» обязаны указать цель рабочая, да, что вы планируете здесь работать. Далее, с момента въезда вам дается 30 дней для того, чтобы оформить патент, подать документы. Вот. Если вдруг вы этот срок нарушили, то там либо штраф от 10 до 15 тысяч, либо вам надо заново выезжать и заезжать. И опять же будет 30 дней, вот, поэтому надо не проспать, скажем так, да, этот момент. Значит, какие документы нужны для того, чтобы патент оформить? Собственно, вы приходите, в зависимости от того региона, где это происходит, вы идете либо в уполномоченную организацию, ну, вот, например, в Москве это миграционный центр Сахарова, да? В Подмосковье свой миграционный центр в Гринвуде, на территории более половины субъектов действует в ГУП паспортно-визовый сервис, плюс отдельное подразделение по вопросам миграции тоже ведут прием. То есть в каждом регионе по-своему. Тут вам надо уже спросить земляков по приезду, куда идти, они вам подскажут. Вот, потому что разные варианты, я не могу это все перечислять, у нас видео будет до утра тогда. Вот, значит, у вас с собой должна быть миграционная карта, как я уже сказал. Ну, паспорт, само собой, ваш главный документ. Вы должны до момента подачи документов на патент встать на миграционный учет. То, что вы называете обычной регистрацией, да? Это отрывная часть, талон уведомления. Вот. Помимо этого, у вас должно быть документ о том, что вы знаете русский язык, да, сертификат. Вы должны сдать медицинские анализы. Вот. Вы должны сдать дактилоскопию, да, то есть отпечатки пальцев. Вот. Паспорт, соответственно, если у вас там нет кириллицы, ее очевидно нет, нужен еще перевод паспорта. И помимо этого всего нужен медицинский полис страховой, который тоже должен быть согласно закону. Очень часто во многих подразделениях, где оформляется патент, со всеми этими вещами вам помогут решить на месте. То есть, вот, например, если взять Сахарова в Москве, вы приходите, у вас просто миграционный учет, миграционная карта, паспорт. Вам на месте сделают перевод, тут же сдадите анализы, тут же сдадите экзамен по русскому языку, тут же сдадите пальцы. Вот, все быстро, четко. В других регионах бывает по-разному, вас могут отправить, вот езжайте там достаточно далеко, сдавайте там анализы, другие мы не принимаем. Вот, экзамен чаще всего можно сдать на месте, пальцы, само собой, тоже. То есть по-разному это происходит в разных регионах, но общий порядок один. Вот этот весь перечень вы должны собрать, заявление о том, что прошу выдать патент. Вот, и, соответственно, это все подается уже в окошко, грубо говоря, да, где у вас все это принимают, проверяют. После чего в течение 10 рабочих дней, то есть это 2 недели по большому счету, вам этот патент изготавливается. Вот этот срок 10 дней, он оговорен в законе, обычно его никто не нарушает. Далее, опять же, если вы в Москве и подавали в Сахар, вам придет смс, когда он будет готов. Вот. В других регионах смс-ки, насколько я знаю, не приходят. Просто вы ждете 10 рабочих дней, приходите сами, говорите: добрый день, мой патент должен быть готов. Вот, соответственно, вам его выдают. Патент оформляется на срок 12 месяцев, то есть на год. Через год его можно переоформить. Патент оплачивается вперед, вы можете платить за месяц, или если у вас там есть дополнительные деньги, можете заплатить там, за 2-3 месяца, чтобы потом не забыть. Вот. В любом случае у вас есть год срока его действия, но оплачивать надо своевременно. Если спустя 3-4 месяца вы забудете оплатить, вам патент аннулируют и придется подавать заново. Да, это опять деньги и проблемы. То есть оплачивать надо своевременно. Вот. Датой, соответственно, оплаты считается дата выдачи патента на обратной стороне. То есть вот от нее считаются у нас все оплаты, все цифры, все привязано к этой дате именно выдачи, которая на документе. У кого можно работать по патенту? Соответственно, имея трудовой патент, мигрант может работать как у физического лица, то есть, например, вы устроились к кому-то и у него на даче строите там, не знаю, какой-нибудь, помогаете какую-то пристройку или что-то такое, или там огород копаете, не знаю, забор ремонтируете, то есть вы работаете у физического лица.
Либо вы можете прийти в какую-то организацию, в компанию, работать там. Вот. То есть по патенту вы можете работать где угодно, никаких ограничений нет. Дальше часто встречающийся вопрос, нужно ли предоставлять трудовой договор в отделении по вопросам миграции. Вот, конечно же, нужно. То есть по закону, после того, как вы уже получили патент, в течение 2 месяцев вы должны найти работу, заключить трудовой договор и отправить его. Но это обычно делает работодатель, да, уведомляет органы по вопросам миграции, что вот теперь он принял на работу вас как сотрудника. Вот, это обязательное условие. То есть, опять же, по закону, если это не сделать, вам патент аннулируют, потому что вы нигде не работаете. На практике эта мера работает не всегда. Очень часто бывает, что люди не предоставляют договор, но своевременно оплачивают патент. И если оплата идет, бывает, что не аннулируют. Но вы должны понимать, что по закону, если в течение 2 месяцев вы не уведомили о своем рабочем месте органы по вопросам миграции, они имеют право ваш патент аннулировать. Очень тоже частый вопрос, можно ли по патенту, полученному в одном субъекте Российской Федерации, работать в другом субъекте Российской Федерации. К сожалению, это нельзя, это большая проблема. Особенно эта проблема стоит остро вот в Москве, потому что Москва – это один субъект, а Московская область – другой. И в Санкт-Петербурге, там также Санкт-Петербург – один субъект, а Ленинградская область – другой. И получив патент в Москву, вы, грубо говоря, не можете выехать там в Мытищи и там работать. То есть это будет нарушение, вас поймают, вот, соответственно, все аннулируют, вот, внесут вас, скорее всего, в список так называемых запретников, потому что вы нарушаете важную норму миграционного законодательства. В традиционных субъектах, ну там, не знаю, Тульская область, да, то есть там Тула и область – это все один субъект. Вы получили патент, работаете во всей области, но если у вас патент условно на Тульской области, вы не можете работать в Липецкой или в Воронежской. То есть это вот, к сожалению, так. Если вы переезжаете в другую область, вам надо заново там оформлять патент. Вот хороший вопрос, что делать, если в течение срока действия патента вы поменяли свой паспорт исходный, да, то есть он у вас там либо закончился, либо там вы его, может быть, потеряли, получили новый, но вот так или иначе у вас есть новый паспорт, а в тех документах, которые вы подавали, когда получали патент, у вас указан паспорт старый. Так вот, по закону, значит, с момента получения нового паспорта в течение 7 дней вы обязаны сходить органы по вопросам миграции, где получали патент, и подать вот эти новые сведения, что у вас теперь другой паспорт, чтобы это внесли в базу, и было все четко, не было никаких проблем. Следующий вопрос. Какие есть основания для отказа в выдаче патента? Вот, основания там крайне простые, то есть если вы находитесь, опять же, вот в списке так называемых запретников, или, как еще говорят, контрольные списки, за какие-то ваши старые нарушения, вот, то тогда патент вам не дадут. Вот. И тут есть тоже вытекающий из этого вопрос, который тоже часто бывает, что вот те деньги, которые вы заплатили, чтобы вам дали патент, вернут ли их вам? Вот их вам, к сожалению, не вернут. То есть эти деньги считается, что система их отработала, вы заплатили за то, чтобы у вас все приняли, все подготовили, все подали, и МВД занимается. МВД дает отказ, но работа сделана, потому что с вами работали, у вас все приняли, там и анализы, и экзамен, все. Поэтому, к сожалению, деньги за патент в случае отказа вернуть не получится.